май дарлинг, с вами Симона. Не знаю, почему у меня такой веселый тон, но мы с вами продолжаем не столько играть, сколько читать визуальную новеллу Love, Money, Rock'n'Roll. Почему именно читать? Потому что в прошлой серии, по-моему, выбор надо было сделать один раз за час где-то. Ну да ладно, я тут немножечко сейчас нечаянно я включила, что-то там колесиком покрутила и пропустила 2 фразы. Прочитаю вам вот с этого экрана. Я с грохотом кинул гору бумаг на стол, а Кагаме уже села на свое место и привычно уставилась в окно. Наверное, травли никто не заслуживает, но черт возьми, сейчас я почти понимаю тех вчерашних хулиганов. А за что ей такое отношение? Ну типа она такая... не стелется перед главным героем. Ну что ж теперь. По сути, такая же не такая, как он. Такая же не такая, как все. Не такая, как он. И все такое. Судя по часам, до звонка оставалось меньше минуты. Парта Кэтрин была пуста. Я спросил сидящего рядом с ней Майкла. «А, Кэтрин, новенькая, куда ты ушла?» «А, куда ты ушла?» «А, я думала, это он говорит». Господи, я запуталась. Так, Майкл говорит, не знаю, как-то не обратил внимания. А что? Да нет, ничего. Раздосадованный я сел на свое место. Неужели как-то заметила, что я открывала ее тетрадь? Причем тут это? Да нет, не могла. Кэтрин тогда и в классе не было. Кто-то рассказал? А давно она ушла? Не знаю, я же говорю. Вы про новенькую? Кажется, она к директору пошла. Одноклассница услышала наш разговор. Спасибо. Стул буквально горел подо мной. Каждый раз, как подо мной, когда я играю в эту игру. Так хотелось броситься за ней. Но зачем? Что я скажу? Ей, а главное директору. Прозвенел звонок, и ноги сами понесли меня к двери, мимо учителя, в коридор. Я забежал за угол и остановился. Что же ты творишь? Зачем все это? Школа замолчала, замерла, словно благоговея перед неизбывной мощью чистого знания. Я медленно крался по пустым коридорам к кабинету директора. Вот сейчас нарвусь на кого-нибудь из учителей и опять объясняться. С другой стороны, самому заявиться к нему в кабинет не лучше. А вот, кстати, и кабинет. Я прижался ухом к двери, по ту сторону было тихо. Значит, либо они с Кэтрин играют в молчанку, либо ее там нет. И что же теперь делать? Возвращаться в класс уже поздно. Да в смысле, можно же сказать, что ты просто в туалет ходил. Хотя я не знаю, я же ничего не знаю о Японии. Наверное, если ты в первую секунду не вошел в класс, то больше нельзя появляться в этой школе. Я же никогда там не была, не разбираюсь, не понимаю. Наверное, это все очень логично. И быть уродом в Японии, наверное, тоже нормально. Хрен его знает, это же другая планета вообще. Я слонялся по коридорам и сам не заметил, как оказался в старом крыле. Школа наша открылась почти сразу после войны, много раз перестраивалась, прирастала новыми зданиями, а старые ветшали. Если спросите меня, то скажу, что это неэкономично. Вот нет бы сначала снести старое, а на его месте построить новое, ведь сносить это очень дешево. В этом крыле, по идее, никого не должно быть, однако внезапно я начал слышать музыку. Слушайте, наконец-то, то я думаю, где уже рок-н-ролл-то? Гитара. Когда уже рок-н-ролл-то будет? Звуки доносились из старого музыкального, судя по надписи на табличке, класса. Я легонько приоткрыл дверь. Ба! Да это же Кобаяши Элли! Вот кого-кого, а ее я уж точно здесь увидеть никак не ожидал. Однако играла она здорово, приятная мелодия, хорошее исполнение. Все-таки в музыке я кое-чего понимаю. Я вот не понимаю, но мне тоже нравится, хорошо звучит. Да и вся она в тот момент словно светилась счастьем, совсем не манерная принцесса, с которой я столкнулся утром в кабинете директора. Ладно, лирические отступления это, конечно, здорово, но такой шанс упустить я никак не могу. Вернуть платочек ей? Так, и кто же это тут у нас? Или, это шанс еще раз поговнить, точно. Гитара резко затихла, и повисшая тишина обрывалась лишь моими аплодисментами. «А Джо-сама не знал, что вы еще и на гитаре играете?» Смущение, удивление, досада, обида – все эти эмоции сменяли друг друга на ее лице. «Ты...
Ты! Не обращай на меня внимания! Продолжай! Ты! Что тебе тут надо? Я шел на песню «Прекрасные сирены» и даже представить не мог, что ей окажетесь вы, Аджо-сама. Все! Выпалила Элли, резко встала, держа гитару в руках, и застыла, явно не знаю, что делать дальше. Ладно, не обижайся, просто не думал, что ты играешь на гитаре. Как-то у меня этот инструмент с тобой не ассоциируется. Вот, например, скрипка. Я и на скрипке умею, перебила она меня. Да? Ну, здорово. А ты почему не на уроках? Я-то понятно почему, а вот ты чего прогуливаешь? Я не прогуливаю, у нас перерыв. Ладно. Ухмыльнулся я. Передо мной-то не надо оправдываться. Я не оправдываюсь, а вот тебе бы стоило следить за своим поведением. Что утром делал у директора? На чай зашел. В любом случае, это не твое дело. Я не хотел грубить, но мой ответ прозвучал именно так. Ты никогда не хочешь грубить, но твои ответы всегда звучат так. У меня есть для тебя офигенная новость. Как раз мое, ведь я внучка. Я в курсе. Она посмотрела на меня удивленно. А что такого? Это секрет? Нет, не секрет, конечно. Даже если и так, то тут за дверью послышались голоса. «Прячемся!» – взволнованно зашептала Элли. «Зачем? У тебя же перерыв, а мне не привыкать», – сказал я ехидно, но тон все-таки сбавил. Она ничего не ответила, лишь смотрела на меня умоляющим взглядом. Наверняка у нее есть свои причины. Спрятаться, не прятаться. Блин, ну это сейчас они типа с ней спрячутся в каком-то тесном помещении, там вместе, в шкафу в каком-нибудь. Это будет повод для их этого флирта странного. Поэтому нет, я предлагаю не прятаться. Потому что, напомню, мы идем по ветке одинокого волка, который... Волк тогда, волк, когда волк. Вот. Не прятаться я выбираю. С другой стороны, веселье только начинается. Да тут и спрятаться негде. Сюда! Элли схватила меня за руку и потащила к двери, которую я не сразу заметил. За ней скрывалась тесная подсобка. Нет уж, туда я не полезу. И тут в класс... я уж думала реально, типа, будет как с телефоном. Типа, нельзя трубку не брать, нельзя не прятаться и так далее. И тут в класс вошел директор в сопровождении 2 других учителей. Я же говорил, что что-то слышал. Мне ничего не кажется. Я стар, но еще в своем уме. Здрасте. Криво улыбнулся я и слегка помахал рукой. Анохин-кун, Кобаяши-сан, кажется, мы сегодня уже встречались в таком составе. Однако, если вас, Анохин-кун, я не удивлен тут увидеть. Но Кобаяши-сан... Элли выглядела совершенно растерянной и даже слегка спряталась за меня. Мне вдруг стало жалко эту девочку. Нет, все-таки не стоило ее подставлять. Совершенно очевидно, что она тоже забивает уроки. Совершенно очевидно, что она тоже забивает на уроки. Окей. А для нее этот проступок куда серьезнее, чем для меня. А я тут на гитаре играл. Я взял в руку гитару и пару раз ударил по струнам. А Элли Кобаяши-сан просто шла по своим делам, услышала меня, и вот так совершенно случайно мы здесь сейчас все вместе собрались. И гитара как раз есть. Надо фестиваль бардов устраивать сразу. Дела в старом здании школы? Ну да, знаете, так бывает. Просто шла в обход. Анохин-кун, вы нас за идиотов держите? Вот у меня 3-ю серию такой вопрос. Я бы не сказал, что прям за идиотов. Пробубнил я. Что вы там шепчете? Говорите громче. Я и сама могу за себя сказать. Элли наконец собралась с духом и вышла вперед. Да, я прогуливала уроки и играла тут на гитаре. Что теперь? Расскажете все дедушке? Вперед. Думаю, он не удивится. Я даже немного опешила от такого напора. Подождите-ка, Кобаяши-сан, вы тоже играли на гитаре? Это что, у вас тут ансамбль какой-то получается? Я еле сдержался, чтобы не засмеяться в голос, а Элли лишь вздохнула. Ладно, если хотите рассказать про мое поведение, куда звонить, вы знаете. И если ко мне больше нет никаких вопросов, она уверенно направилась к двери и прошла мимо учителей, даже не взглянув на них.
А учителя, похоже, совсем не ожидали такой реакции от примерной ученицы, поэтому стояли в ступоре. Я решил воспользоваться моментом. Ну и я пойду. Конечно, да, странная ситуация, и учителя такие сейчас стоят в музыкальном классе и такие... А что это было вообще? Вы хотя бы их запомнили? Я догнал Элли в коридоре. В коридоре догнал на табуретке посидеть. Подожди, извини, что так получилось. Надо было спрятаться. Да уж, надо было. Блин, уже второй раз. Типа создатели меня ругают за выбор, который я сделала. Так а нахрена тогда давать мне выбор? Не понимаю. Да уж, надо было. Бросила она, даже не обернувшись. А я вот все-таки ожидал несколько другой реакции. В конце концов, я пытался за нее заступиться. Ну, просто, понимаешь, все так неожиданно. Я все отлично понимаю, просто это не твое дело. Было бы не моим, если бы ты там была одна, а так... А так что? Она резко остановилась, развернулась и грозно посмотрела на меня. Тебя опять вызовут к директору... Тебя опять вызовут к директору, отругают, отстранят от занятий на пару недель. Велика потеря. Нет, но я... Ну вот и все. Она зашагала дальше, нарочито громко цокая каблучками, а я остался стоять ошарашенный, как и учителя, минутой ранее. Вы, кстати, еще можете встретиться, в принципе, они куда-то тоже обратно пойдут сейчас. Действительно, если подумать, то Элли права. Мне совершенно наплевать на дисциплинарные взыскания, а каково ей? Светлый образ принцессы может порушить любая оплошность. Ведь без меня бы она спряталась, и все, скорее всего, обошлось бы. Эх, чего уж теперь-то говорить, вот именно. Почему мы постоянно обсуждаем мои какие-то выборы, типа в контексте того, что... А зачем тогда персонаж так поступил? Это же, по сути, как бы, ты же себя ассоциируешь с персонажем, то есть это персонаж так поступил, а не ты. И он, типа, каждый раз поступает неправильно, и каждый раз такой... Надо было сделать по-другому. Да, я, понимаю, в жизни так бывает, но это же как-то драматургически должно быть оправдано тогда, получается. Ладно, это ладно, пофиг. Тут хватает других проблем. А тем временем за всей этой музыкальной историей я совсем забыла о том, почему вообще здесь оказался. Ведь я искал Кэтрин. Возвращаться на занятие совсем не хотелось. Опять получу нагоняй. И ладно бы просто пропустил урок, но выбежать из класса после звонка на глазах учителя? Нет уж, увольте. Подумал учитель. Из школы удалось улизнуть незамеченным, и вот я уже свободен как ветер, вышагиваю по тротуару одного из центральных районов Токио. Хочется просто отдохнуть, весь день и так насмарку. Единственное, чего добился, так это узнал, что вчерашнюю записку написала не Кэтрин. Записка. В голову полезли нехорошие мысли. Но ведь если не она, то кто? Шутка? Розыгрыш? А если нет? Да и что со мной творится в последние 1,5 дня? Произошло больше, чем за 1,5 года. Все это время я общался разве что с Химицу, ну, может быть, с Кёски, иногда с Майклом. А тут Кагаме, Элли, Кэтрин вернулась. И что дальше? Стану девочкой-волшебницей. Не дай бог. Как будто бы случайно я оказался возле знакомого бара. Пара кружек пивка мне сейчас просто необходимо. Отдохну, отвлекусь. А так можно в Японии, реально? Типа такой ты школьник, заходишь и покупаешь пиво. Просто во Вьетнаме, по-моему, не продают школьникам пиво. Хотя тут все глушат пиво. Абсолютно все. Но школьникам как-то не продают. Внутри было немноголюдно. Логично, ведь в это время все должны быть либо на работе, либо на учебе. Как в том анекдоте про ураган и 3-этажный дом. Хоть меня тут и знали, но я все равно всегда держала наготове поддельный паспорт. А по школьной форме они не могут догадаться, что ты школьник? Или там нет такой школьной формы, по которой понятно, что ты школьник? В свое время подбросил одноклассник, у которого отец работал в органах. Подбросил? Ой, подбросил, что я прочитал? Подсобил.
подсобил, подбросил. Думаю, что? Как он подбросил прям с его фотографией и паспорт? Что? Такие пропуска во взрослую жизнь были у многих учеников нашей школы. Настоящий он или нет, еще поди докажи, а документ есть документ, особенно когда какой-то нахал тычет тебе им в лицо. И у нас девчонки делали, короче, типа, чтобы в клуб пойти в моем родном городе, они, короче, типа, брали с собой ксерокопию паспорта отфотошопленную, то есть там был исправлен год рождения, типа, что ксерокопию тоже принимали, и это, типа, как бы получается, что в общем и целом, типа, даже не подделка документов, оно же, типа, нотариусом не заверено, просто бумажка какая-то, типа, не, может, это, конечно, можно под статью подвести, ну, всех пускали нормально, никто ничего никому не говорил. Да и хозяин тут тоже русский. Он рассказывал, посмеиваясь, что раньше был пиратом, и его корабль затонул возле японских берегов. Конечно, это неправда. Скорее всего, он такой же иммигрант, как и мои родители. Я сел за барную стойку и заказал кружку пива. «О, Колян, здорово! Ты сегодня что-то рано!» «Да, вот так получилось. В школе проблем не будет, а то ты знаешь, как у них тут с этим строго». Я нервно захихикал. «Ну, ясно, понимаю, не мое дело». Быть хорошим психологом – это фактически часть профессии бармена. Пиво здесь наливали в пол-литровые кружки, что меня несказанно радовало. Выпивать залпом маленькие стаканчики и потом визжать от удовольствия. Фу. Я сделал большой глоток. Кэтрин вернулась. Бармен вскинул брови и с искренним удивлением спросил: «И что теперь будешь делать?» Иногда мне казалось, что сочувствие клиентам для него нечто большее, чем просто профессиональный навык. А что тут сделаешь? Она не горит желанием общаться, я тоже, но, по крайней мере, кидаться на нее я точно не намерен. А зачем она вернулась? Из-за работы матери, наверное. Не одна же она приехала, как сам считаешь? Скорее всего. Ну, вот получается ерунда какая-то. Знаешь, как говорят, жизнь как зебра. Черная полоса, белая полоса, потом опять черная, потом опять белая. Ну да, а потом жопа. Ха! Смешно. Мы дружно засмеялись. «Ты, Колян, вот что, не грусти», — сказал он напутственно. «Какие твои годы? Помирьтесь еще 100 раз, а нет, так другую бабу найдешь, конечно же! Отлично называть женщин и девушек бабами. Это прям мое любимое. Мне эта игра нравится с каждым слайдом все больше. Ну ладно, я надеюсь, это не мнение сценариста, это речевая характеристика персонажа. Я очень на это надеюсь. Вон их тут сколько ходит!» Бармен развел в стороны руки, и несколько школьниц, примостившихся за столиком в самом дальнем конце зала, боязливо посмотрели в нашу сторону. А они что здесь делают? «Спасибо, утешил. Да и помимо этого дофига всего. Жизнь бьет ключом. Да, все по голове». Просто кладезь каких-то поговорок. Ей-богу, у него что там под столом? Словарь пословиц и поговорок спрятан. Дверь бара громко распахнулась, и внутрь вошла компашка молодых людей. Среди них я сразу узнал вчерашних хулиганов и рефлекторно уткнулся носом в кружку. Испугался? Похоже, что так. Они прошли за столик и заказали пиво и коктейли для девочек. Коктейли? Это же вообще тогда получается там что-то крепкое, значит. То есть это даже не пиво. Что это за бар такой? И все знают, что они школьники, но при этом почему-то все равно продают. Странно. Не знаю. Я не бывала в таких заведениях. Может быть, так реально работает. «Твои знакомые?» Наклонившись ко мне, тихо спросил бармен. Я бы не сказал, что знакомые, но пересекались. Я периодически искоса поглядывал на них. Встать и уйти? Не будет ли это выглядеть трусостью? Впрочем, перед кем? Они меня даже не заметили. И не успел я подумать об этом, как один из парней подошел к барной стойке. Вау, ничего себе у него прическа вообще, блин. Я себе такую хочу. Чего уставился? А ведь действительно, я внимательно смотрела на него, даже не осознавая этого. Чувство вины за вчерашнее, наверное, оно во всем виновато. Да вот смотрю на твою школьную форму, в которой вы все заявляетесь в бар с поддельными паспортами. Мою форму? И что такого? Ну, у меня такая же. Если посмеешь кому-нибудь рассказать, успокойся.
перебил его я. Как видишь, не ты один уроки забиваешь. А что значит забивать уроки? Как будто бы пропущено, типа, забивать на уроки. Я не знаю, забивать уроки, не знаю, в моих краях так не говорили никогда. Я такое не знаю. Ты знаешь такое выражение? Зачем мне и себя подставлять? Ну да, верно. Парень смутился. Какой же он все-таки тупой. Богатый, наглый, отмороженный беспредельщик. Но тупой, как бревно. Вот на что таким надеяться в жизни. Он подальше тебя пойдет, не переживай. Что папочкиных денег хватит до старости? Я с отвращением отвернулся. В бар вошли еще двое, ребята постарше, наверное, студенты. Они подсели к хулиганам из моей школы. У них тут банда целая, хмыкнул бармен. Часто заходят? Случается, ответил он и продолжил на тон ниже. Ты с ними поаккуратнее, разные слухи ходят. Этим и человека грохнуть, как 2 пальца, и ничего им за это не будет, батя отмажет. Да я уже понял. Так что у тебя с ними было? Ничего, забей. Совершенно не хотелось рассказывать, что вчера я просто наблюдал издалека, как они издевались над девочкой. И ничего не сделал, просто прошел мимо. Да, я помню, это был мой осознанный выбор, и меня не терзает совесть, понимаешь? Стыдно, противно, мерзко. А мне нет. Больше даже противно, чем стыдно. Колян, ты пойми, я тебя уважаю, но если что, помочь не смогу. У меня бар, семья. Все я понимаю. Налей-ка лучше еще пивка. Тем временем разговоры компашки золотой молодежи становились все громче, а хохот все больше похожим на конское ржание. Они обсуждали пьянки, гулянки, кто чего себе купил, сколько денег потратил, кто с кем спал и с кем планирует. Я уже собирался расплатиться и уйти, как вдруг один из них вскочил и заорал: «Точно! У меня же до ночи дома никого!» И буквально через минуту в баре вновь воцарилась тишина. Что у него не получилось зазвать к себе домой всех, такой: «У меня же сегодня дома никого нет!» И все такие: пофиг. Зато хоть по счету всегда платят исправно. Ну, действительно, на том спасибо. Виновато улыбнулся бармен. Я вздохнул, поднялся, и тут открылась дверь, а на пороге стояла Кэтрин. Она что здесь забыла? Она заметила меня, помедлила мгновение, а затем уверенно направилась в мою сторону, но прошла мимо и села за барную стойку в паре метрах от моего места. «Ну, привет, что ли?» — сказал я через некоторое время, просто ждал, что она заговорит первой. «Ну да, еще чего захотел». «Привет», — равнодушно ответила Кэтрин. «О, это нам понадобится, это очень хорошо, это прям, да, спасибо вам». Я подсел ближе, она уже успела заказать себе какой-то коктейль. «Значит, тоже школу прогуливаешь?» Надо было как-то максимально нейтрально начать диалог. «Тоже?» Она покосилась в мою сторону. «Ну, мне-то не привыкать». Получается, что так. Господи, это самый тупой диалог в моей жизни. Типа, они оба в баре во время уроков. Он у нее спрашивает: «Ты тоже школу прогуливаешь?» Она такая: «Тоже? Хрено же, блин, он же у тебя не в школьном коридоре спросил». Я не могу, и это тяжело. Это очень тяжело, реально. Получается, что так. Чего? Я слышал, ты ходила к директору. Может быть, и ходила, а что? Ее тон не изменился, но глаза сверкнули. Вот, ей, значит, может, ей директор больше нравится, чем ты, блин. Катя, я не хочу опять начинать все по новой. Ну так и не начинай. Я не начинаю. Или начинаю? Давайте определимся, а потом будем разговаривать с девочками. Просто поставь себя на мое место. Как бы ты реагировала? Неужели не задавалась бы теми же вопросами? Какими? Да, ты, кстати, еще не задавала вопросов. Ладно, я понимаю, что ты здесь из-за работы матери, но именно эта школа? Почему? Серьезно? Я, насколько понимаю, вы расстались
типа, ну, как-то непонятно. Она просто в какой-то момент сказала, что уезжает и не объяснила ничего. Может быть, это главный вопрос, типа, почему ты меня бросила? Или что-то она там наврала про работу матери, а он не поверил. В общем, что такое? Что неразрешенный какой-то момент. Но его волнует, почему именно в эту же школу она перевелась. «А что, я тебе мешаю?» Кэтрин подтягивала свой коктейль и выглядела совершенно безразличной. Просто если вспомнить то, как мы расстались в свое время, это все в прошлом. Ты же не думаешь, что из-за тебя я должна была выбрать другую школу или еще как менять свою жизнь? С какой стати? Просто чтобы не столкнуться с тобой лишний раз? Вот молодец, девушка, вот все правильно говорит. Нечего. Я так не думал. Она действительно права, мне нечего возразить. Однако права только в том случае, если сейчас на самом деле ничего не чувствует по отношению ко мне. Все выглядело именно так, однако я просто не хотел верить, что можно быть такой жестокой. Значит, все в порядке? Конечно. Получается, мы можем остаться друзьями? Кэтрин еле заметно усмехнулась. А ты этого хочешь? А почему бы и нет? Что было, то прошло, надо двигаться вперед, жить дальше. Ты говоришь, как человек с посттравматическим синдромом. Вот теперь я уже начал заводиться. Для меня все тоже в прошлом, если ты об этом. Да? Ну хорошо тогда. Это же не ты тут просто 2 серии подряд про лепестки сакуры нам просто все мозги затрахал. Ну и отлично. Я отвернулся, сделав вид, что изучаю меню. Встать и уйти? Тогда уже точно стоит забыть о ней. А, черт, неужели я действительно до сих пор на что-то надеюсь? Кэтрин с каждым разом делает мне все больнее, а я, как безмозглая мошка, продолжаю биться в стекло. Как будто пытаюсь что-то кому-то доказать. За 1,5 года я слишком привык жить с мыслями о ней, что теперь, когда она так близко, не могу просто взять и отпустить. Эти мысли, кажется, были моей единственной надеждой, только они удерживали меня от глупых, фатальных поступков. Это вот очень плохой звоночек, не надо так, Николай. Ты мне не нравишься, но не надо, пожалуйста. Думал ли я о чем-то конкретном? Вряд ли. Хотя, конечно, надеялся. А ты, я погляжу, времени зря не теряешь. Кэтрин удивленно посмотрела на меня. Безразличие хуже всего, пусть уж лучше злиться. Я выхватил коктейль у нее из рук и ехидно сказал: «С утра принял, весь день свободен!» Поднес стакан ко рту, где-то на фоне прозвучал безразличный голос Кэтрин. «Он безалкогольный». «А если б даже был алкогольный, ты сидел, пиво глушил, лицемер проклятый, а ей нельзя, видите ли». И правда безалкогольный. Извини. То есть только в этом случае надо извиниться, да? А если бы это был алкогольный коктейль, то можно было бы еще и на голову его вылить, вообще было бы прекрасно. Я поставил стакан на стол. «А вот ты своим привычкам не изменяешь. Ты о чем?» Она взглядом показала на пустую кружку пива, которую я постарался максимально отодвинуть в сторону. А она, конечно же, подумала, что ты тут зашел посмотреть на вешалки на стене, не знаю. «Эх ты, бармен. Сегодня был трудный день». «Да? И почему же? Тебе правда интересно? Просто поддерживаю разговор. Если ты хочешь... Или ты хочешь, чтобы я тебя игнорировала?» Я вздохнул и ответил: «Вызывали к директору. Ну да, все за то же, за прогулы. Ты же меня знаешь. Потом еще интересный инцидент случился с одной Аджусамой». «Твоя новая девушка? Ты издеваешься?» «Нет, просто поддерживаю разговор. Говорила же. Могу уйти, если мешаю». «Нет у меня девушки». «И не было», — добавил я полушепотом. «Понятно. А как там Химицу? Если так интересно, могла бы зайти и спросить. С ней ты вроде не ссорилась. Может быть, и зайду». Как-то неопределенно ответила Кэтрин и посмотрела на входную дверь. Неужели собирается уходить? Внутри что-то кольнуло. Хочу, чтобы она осталась. Пусть даже будет издеваться. Химицу нормально. Даже не знаю, что еще сказать. Как всегда, в общем. «Как всегда, значит», протянула она. Удивительно, что хоть кто-то может со мной общаться по-человечески.
Нет, удивительно было бы, если бы ты с кем-то общался по-человечески. Нет, что ты, рада за Химицу. Обязательно навещу ее при случае. А сейчас мне пора. Пики. Пики. Она поставила недопитый коктейль на стол и встала со стула. Ладно, увидимся в школе. Кэтрин кивнула и вышла из бара. Уф, братан, ну и досталось тебе. Да что она такого сказала-то? Даже не начинай. Давай я тебе налью за счет заведения. Не, ну она грубовата была, но просто все говорила прямо. Точно так же, как и делает главный герой, только он не считает это грубостью. А когда тебе так говорят, неприятно, да? Обидно. Хочет загладить свою вину? Нет, спасибо, пожалуй, хватит на сегодня. Действительно, блин, вообще, сколько можем бухать? Я вышел на улицу и потянулся, многоточие. Если моя жизнь последние дни чем-то и напоминает подобие глупой манги из коллекции Кёски, то все встречи с Кэтрин — это какая-то мыльная опера, вязкая, тягучая, мрачная амальгама с началом, но без конца. И сколько это будет продолжаться? Ведь меньше чем через год я закончу школу, а что дальше? Накопления отца надолго не хватит, придется идти работать, мысли о высшем образовании мне даже в голову не приходили. Но что я умею? Как японцы всю жизнь от звонка до звонка пахать, не поднимая головы? А вы знаете, что в японском языке есть даже специальное слово, означающее от переутомления на работе? Охренеть, бедные. Вопросы, многоточие. Вечерело. Я просто слонялся по городу уже много часов, изредка заходя в какие-то магазины или просто глазея на витрины. Убивал время, убивал еще один день своей жизни. Когда я подходил к дому, уже совсем стемнело, в окнах горел свет. Я сразу же вспомнил про вчерашнюю записку, по телу пробежала легкая дрожь. Ну и нет, глупость это все. Пришли убивать и сидят у меня же дома, дожидаясь жертву с включенным светом. Однако логика логикой, а внутри точно кто-то есть. Я аккуратно открыл дверь в прихожей, стояли женские туфли. Химицу, слава богу. И как я сразу не догадался? Ведь можно же было предположить, что я просто никому больше не нужен, кроме нее. А давайте так и предположим как раз. «Привет», — бросил я, зайдя на кухню. Химица сидела за накрытым столом и, похоже, ждала меня уже давно. Господи. Есть в японском языке слово, обозначающее смерть от переутомления за ухаживаниями за человеком, которому это не надо. Вот Химицу нужно такое слово. «Нико-кун, ну где же ты был? Я волновалась!» И вся моя радость, если я вообще радовался ее присутствию еще секунду назад, вмиг улетучилась. Очередная сцена. Надо было просто, типа, понимаете, человек, школьник, бродил ночью где-то, вот, по городу, прогулял уроки и бродил неизвестно где. И типа такой приходит домой, ну а его там просто ждала подруга, которая приготовила ему. Да, он об этом не просил, но можно же, блин, нормально к этому относиться, ну хотя бы, блин, с благодарностью хоть какой-нибудь. Я спрашивала у Кёски-куна, а он сказал, что тебя не было на последних уроках. Ну не было, и что? Огрызнулся я. Ничего, просто в последнее время столько всего произошло, вот я и волновалась. А что за меня волноваться? Думаешь, топиться пойду? Нет, я не... Да ничего такого не случилось. Я было хотел добавить, по крайней мере, с тобой, но осекся в последнюю секунду. В конце концов, Химицу ни в чем не виновата. Она же просто выжидающе смотрела на меня. Надо что-то ответить. Рассказать, что был с Кэтрин? Ведь это никакая не тайна, верно? Мы не делали ничего предосудительного, но почему-то мне казалось, что Химицу не нужно об этом знать. Сказать, что был с Кэтрин, не надо морочить девочке голову. Я был с Катей. Господи. До чего стесняться, как восьмиклассник на первом свидании. Правда? Здорово. И как там Кэти-тян? Тут же ответила Химицу, как будто читала пьесу по ролям.
Ну, нормально, я думаю. Впрочем, ты же ее знаешь. Из нее порой слова приходится клещами вытягивать. Химица улыбнулась. Ладно, садись ужинать. Конечно, все уже остыло, но ты сам виноват. Есть и правда хотелось чертовски. То есть он даже голодный. И он даже вот при голоде, он не зашел и не сказал: о, блин, как удачно, что ты здесь, круто, ты так обо мне заботишься. Нет, зачем? Он даже спасибо не выдавил из себя. Гнида. Ужинали молча, без разговоров, без телевизора, даже не смотря друг на друга. Мне казалось, что воздух на кухне буквально звенел от напряжения. Ладно я, но почему молчит Химицу? Лишь потому, что я рассказала о Кэтрин? Не хочу оправдываться, но за столько лет Химицу прекрасно изучила мой характер. Бывают ситуации, когда лучше промолчать, а бывает, когда молчать не стоит. И вот чего тогда она сейчас хочет добиться? Да ничего. Ничего она не хочет добиться. Мне кажется, она просто уже не знает, как к тебе поступиться. На какой хромой кобыле к тебе подъехать. То что-то говоришь, не нравится. Готовишь, не нравится. Готовишь не то. Приготовила то, не так приготовила. Ничего она не добивается. Хочешь поговорить? Поговори. Если есть ситуации, в которых нельзя молчать, и вот сейчас ты чувствуешь, что сейчас такая ситуация, начни разговор. Ну, как вариант. Знает же, что я не любитель... знает же, что я не любитель пустой болтовни. Так... Однако молчание становилось невыносимым. Как в школе... О, он догадался, что можно что-то спросить самому. Нормально. Просто нормально и все. Ничего не случилось с Саитян. Нет, а почему ты спрашиваешь? Я отложил палочки в сторону и откинулся на спинку стула. Наверное, потому что ты молчишь весь ужин. Я не молчу, то есть я не специально. Химицу смутилась. Это что, из-за Кэтрин? Нет, что ты? А что тогда? Она явно собиралась силами. Подобные разговоры ей всегда давались с трудом. Потому что я волновалась. Ты вообще смотрела на часы? Мог хотя бы позвонить. Позвонить? Куда? Сюда. Ответила она уже менее уверенно. Откуда я знал, что ты здесь? Мы пока еще вроде бы вместе не живем. А может и зря. Какая смелая девушка. Вы чуете, она прям вроде такая, терпилу из себя строит, но она прям конкретно нацелена на этого молодого человека. Тихо пробормотала она. Я сделал вид, что не слышал. Разговор явно шел не туда. Ладно, знаешь, я сегодня очень устал. Ты иди домой, я сам посуду помою. Неужели? Но завтра увидимся. Химицу понурила голову и встала из-за стола. Спокойной ночи. Когда за ней закрылась дверь, я с облегчением вздохнула. Вообще вы школьники, какой жить вместе? Побойтесь Бога. Сейчас мне просто необходимо побыть одному. Я словно между двух огней. Или даже 3, 4. Не, братан, не. У меня свои планы на этот счет. Буквально в огненном кольце, которое медленно, но верно сжимается. А как веду себя? Заторможенно и безразлично, словно дряхлый старик, которому уже давно наплевать на свою жизнь. С одной стороны, Кэтрин, я просто не могу не думать о ней. С другой, Химицу, которая явно не рада возвращению Кэтрин. А еще записка, новые знакомые, мои планы на будущее, которых нет, и само это будущее, покрытое густой мглой неизвестности. А что касается Химицу с Кэтрин, да будь что будет. Авось все само встанет на свои места. С этими мыслями я заснул. Ой, многоточие. Что это было? Проснулся от телефонного звонка. Который вообще час? С трудом добрался до телефона. Алло? Мой голос звучал ужасно заспанно. Голос. «Николай, вы в большой опасности, вам стоит быть предельно осторожным», — говорили по-русски. Я еще до конца не проснулся, поэтому толком не мог понять, что происходит. Что? Кто это? Повторяю. Предельно осторожным. Обращайте особое внимание на то, что вы делаете, с кем и о чем говорите.
Голос звучал неестественно, словно к трубке прижали тряпку. «Кто это? Что вам нужно? Это вы подкинули записку? Вас предупредили. Гудки». Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Звонить в полицию? И что я скажу? Обычный школьник, вряд ли представляющий для кого-то интерес. Записка и странный телефонный звонок больше похожи на розыгрыш. Однако я первым делом запер 2 двери и выключил телефон. Шутка, прикол, но кому это нужно? Майкл бы не стал, а Кёсаки бы в голову не пришло. И почему все это началось аккурат, когда Кэтрин вернулась в Японию? Пусть даже записка и не ее рук дело. Я накрылся одеялом с головой. Сон не шел, однако спустя какое-то время страх немного отпустил. Утро вечера мудренее. Завтра попробую во всем разобраться. Многоточие. Сейчас чуть-чуть, видимо, зацепим. 9 сентября 87 года. Проснулся я поздно, после полудня. В доме было тихо, даже слишком. Опять прогулял в школу. Я уж думала, выходной. Ну и черт с ним. Ведь сейчас речь идет о моей жизни. Или я все слишком драматизирую. А что, кстати, дверь-то не закрыта, там нарисовано было. Я вышел на кухню и застыл в ступоре. Голова была тяжелая, мысли путались. Сейчас бы поспать минут этак 600. Стакан холодной воды несколько привел меня в чувство. Я проверил все окна и двери, надежно заперты, как и вчера, а нарисовано было открытое окно. В прихожей лежала записка от химийцу. Волновалась, бла-бла-бла, зайду после школы, еще бла-бла-бла. Действительно, зачем нам читать это все, это неинтересно. Нет уж, спасибо, не надо. Пожалуй, все мои 18 лет я впервые... Пожалуй, за все мои 18 лет я впервые оказался в подобной ситуации. Переезд в Японию в раннем детстве, трудности адаптации, смерть родителей. Все это тяжело, но воспринималось больше как судьба, нежели как результат чьих-то злонамеренных действий. Сейчас же все иначе, ведь что-то угрожает именно мне. Кто-то меня предупреждает, предостерегает, искренне или нет. Но какой интерес могу представлять лично я, для кого? И тут меня осенило. Действительно, сам по себе я вряд ли кому-то интересен, но дело может быть в моих родителях. В конце концов, они эмигрировали из СССР, работали на Кобаяши Корпорейшн. Да и говорили вчера по-русски. Голос был, конечно, изменен, но явно без акцента. Не знаю точно, чем занимались родители, но вполне возможно, чем-то серьезным. К горлу подступил комок, ведь за такое могут и убить. И самое обидное, ведь что я ничего об их работе не знаю. Только вот кто мне поверит? Надо было срочно что-то делать. Я достал старую записную книжку отца и принялся искать телефоны его знакомых с работы. Кого-то я видел лично, кого-то слышал. В любом случае, все лучше, чем просто сидеть и ждать. Добрый день, меня зовут Анохин Николай, и я первый десяток номеров неудачи. Кто-то уже не работал по старому адресу, где-то просто не брали трубку, а один вообще умер. Я перевернул страницу. Ровным твердым почерком отца был написан номер, и под ним 2 слова – Ичиносе-сан. Да, правильно. Ичиносе. Где-то я уже слышал эту фамилию. Длинные гудки. 1, 2. На 10-м, и я уже было думал... На 10-м я уже было собрался повесить трубку, но на том конце раздался знакомый старческий голос. «Алло?» И тут я вспомнил. Этот Ичиносе-сан часто захаживал к нам, когда я был помоложе. Всегда вежливый, приятный, добродушный старичок. Он приносил мне конфеты, с интересом расспрашивал про школу и мои увлечения. А потом они с отцом подолгу сидели в саду, много курили и с важным видом разговаривали о чем-то. «Добрый день, меня зовут Анохин Николай, и я...» «О, Николай-кун!» – перебил он меня. «Давно не виделись, как у тебя дела?» «Нормально», – дежурно ответил я. «Ну не вываливать же на него разом все, что со мной приключилось за последнее время. Жаль твоих родителей». Голос в трубке погрустнел. Кажется, Ичиносе-сан был на похоронах. «Спасибо. На самом деле я поэтому и звоню, но не в прямом смысле, конечно». Я замолчал на секунду. «Извините, немного волнуюсь. Вы не могли бы рассказать про работу отца? Я знаю, что он работал инженером, но чем конкретно он занимался? Что-то случилось? Почему ты вдруг этим интересуешься? Именно сейчас?» По правде говоря,
Да, но это не важно. Почему не важно? Ты не можешь рассказать? Нет, конечно, могу, но только... А с какой вообще стати я должен ему доверять? Только потому, что он пару раз приходил к нам и был приветлив со мной? Так вы расскажете или нет? Неужели это какая-то тайна? Не тайна, просто там не все так просто. Да, я понял, что не просто, уже не ребенок, буркнул я в ответ. Так что случилось? Приходили люди и спрашивали про отца, про его работу, соврал я. Спрашивали про работу? Неопределенно протянул Лученосы. А что именно? Не знаю. То есть я ничего им не сказал, потому что сам ничего не знаю. А как спрашивали? В смысле? Ну, в каком тоне? Вот теперь я был точно уверен, что он знает гораздо больше, чем говорит. Более того, Ичиноса как будто чего-то боится. У меня есть повод для опасений? Это тебе виднее, ответил он холодно. Если бы я что-то знал, то не стал бы вам звонить, верно? Николай, не стоит тебе в это лезть. Почему? Что вы-то знаете? Говорите, ведь это и меня касается. Нет, тебя это как раз не касается, и если будешь сидеть смирно, все будет в порядке. Но я все сказал, не звони больше сюда. Теперь короткие гудки. Все будет в порядке, ага, как же. С другой стороны, ему можно сказать спасибо хотя бы за то, что косвенно он подтвердил мои опасения. Дело в моем отце. Я собрался с мыслями и попытался вспомнить все, что он рассказывал о своей работе. Инженер. А что делают инженеры? Строят, вернее, практикуют. Господи, да мне тогда 16 было. Какое дело пацану в этом возрасте до таких мелочей? Главное, чтобы деньги давали, да в семье было все хорошо. Однако я был точно уверен, что отец не занимался именно строительством. Может быть, оборонка? Работал на военных? Хотя, а мне с этого что? Я ведь все равно ровным счетом ничего не знаю про его работу, если это вообще не чей-то дурной розыгрыш. Многоточие. Стрелка часов уверенно приближалась к 3, и я даже не завтракал. Да и скоро Химицу должна прийти, записка ясно давала это понять. Надоело, она же мне не мать в конце концов. Конечно, от таких мыслей становилось несколько совестно. Как бы там ни было, мне просто необходимо было проветриться. И опять пошел бухать. Если тебе не нравится, что тебя кто-то контролирует, ну ты же можешь просто словами через рот сказать. Типа, Химицу, ну ты там, конечно, молодец, спасибо тебе большое. Но мне от этого неловко. Можешь... Господи, ты здесь. Можешь, пожалуйста, так не делать. Отобедать я решил в своем любимом баре. Колокольчик над дверью задорно прозвенел, но никто из немногочисленных посетителей не обратил на меня внимания, только бармен привычно улыбнулся и помахал рукой. «О, Колян! Что-то ты последнее время к нам зачастил. Не то, чтобы я не рад, просто после вчерашнего я остановился перед барной стойкой, не зная, что сказать. Нет, обида на него уже прошла. В конце концов, у каждого своя жизнь, своя работа. А почему мы на него обижались? Тебе как обычно? Нет, я пообедать зашел. Ясно, и что будешь? Не знаю, давай бифштекс, наверное. Будет сделано. Бармен смог почти полностью скопировать японскую манеру обращения к гостям, но извратил ее на свой манер и в итоге стал больше походить на чересчур добродушного владельца средневековой харчевни. Я сел за столик и погрузился в свои мысли. Многоточие. Бифштекс оказался ожидаемо неплохим. В порядке здесь было не только с пивом, но и с кухней. Я лениво ковырял в зубах зубочисткой, когда колокольчик над дверью вновь залился приятным звоном, оповещая о новом посетителе. На пороге стоял Майкл. Вот никак не ожидал его здесь увидеть. Хотя почему? Он заметил меня и сел за мой стол. К нам тут же подскочил бармен и положил перед ним меню. «Твой друг Николя?» Мерзко протянул он по-русски на французский манер. «Да, типа того, одноклассник», — ответил я на японском. «Что будете, господин?» Никак не могу понять, его поведение меня больше раздражает или забавляет. Только кофе. Вчера он прям, типа, про него очень хорошо отзывался. Сегодня почему-то поведение раздражает. Кстати, зато хорошо хотя бы, что он при однокласснике по-японски отвечает людям. Это... уже очень хорошо. А вот за это респект.
Сию минуту пропел бармен и убежал за стойку. Уроки закончились, да, а тебя на них не было. Да, я разбирался с делами, скажем так. Я знаю Майкла вот уже 2,5 года. Он американец, его родители тоже достаточно давно работают в Японии. Мы никогда не были особо близки, однако своей серьезностью и не по годам взрослым отношением к жизни он вызывал у меня определенное уважение. Можно сказать, полная противоположность Кёске. Я так понимаю, что у тебя нет желания рассказывать? Да, не особо. Ясно. Он продолжил пить кофе, смотря куда-то мимо меня. Вот уж по что я бываю молчаливым, но Майкл... Неужели ему сейчас комфортно? Ну и что там в школе? Да как обычно. А как там Кэтрин? Вопрос сам сорвался с языка. Да ведь я о ней даже сегодня не вспоминал. Майкл поставил чашку на стол и пристально уставился на меня. Не знаю, я ведь с ней не знаком. А, ну да, мы тогда были в разных классах. Он продолжал как-то странно смотреть на меня. Что? Между вами что-то было? Ты ведь наверняка уже все узнал у Кёски. Но сейчас-то я тебя спрашиваю. Ну, был, да, типа того. Давно, правда. А сейчас? А сейчас ничего. Понятно. Интересуешься, потому что вы с ней из одной страны? Просто интересуюсь, а почему она перевелась именно в нашу школу? Не знаю, у нее спроси. Меня уже окончательно достал этот вопрос, хотя чаще я задавал его сам себе. Ты не думал, что не просто так? Думал я, не думал. Какая разница? Ты ее не знаешь. С ней думать бесполезно. Извини, я не хотел тебя расстраивать. Да при чем тут ты? Просто есть дела поважнее. Майкл все время говорил таким ровным, спокойным голосом, что меня это уже начало доставать. Господи, что тебя не достает? Вот что есть такое на свете, что его не достало еще? Если ему действительно нет дела, к чему все эти вопросы? И вообще, не самая приятная тема. Прости, я не знал, что у вас все еще... Он демонстративно кашлянул. Что для тебя это неприятный разговор. Я мог бы и догадаться. Да, вот представь себе, хотелось бросить деньги на стол и уйти, однако у меня и так мало друзей, а для Майкла такое поведение в целом нормально. Про меня в школе не спрашивали? Я ничего такого не слышал. Ну, ясно. А у тебя вообще как дела? Неплохо, только совсем свободного времени нет. Готовлюсь к поступлению. Поступлению, протянул я. И куда собираешься? Скорее всего, вернусь в США. Что, тут надоело? Усмехнулся я. Просто там лучше высшее образование, ответил Майкл спокойно. Его слова меня задели, ведь у меня и выбора особого нет. А даже если бы я и хотел, с такими оценками мне светит только минимальная зарплата на низкоквалифицированной работе. Наш разговор не задался с самого начала. Ладно, я пойду, наверное. Завтра в школе увидимся. Пока, сказал он тем же тоном. Я помахал бармену на прощание и вышел. Если бы я сейчас был на суде, то Майкл бы прекрасно подошел на роль обвинителя. Строгий, холодный, беспристрастный, оперирует только фактами. И каковы тогда мои шансы, если я выхожу из себя по любому поводу? Многоточие. Там сидит отсылка на Киану Ривза. На лавочке. Блин, вот это топ. Вот это прикольно. Я бесцельно слонялся по городу, улицы сменялись одна другой, квартал следовал за кварталом. Кажется, тут я еще никогда не был. Вот ведь забавно, Токио, конечно, гораздо больше моего родного города, но тогда, в детстве, мне все казалось огромным. Квартира, двор, детский сад, магазин напротив. И по памяти я мог без проблем сравнить этот пятачок жизни маленького человека с многомиллионным мегаполисом. Наверное, мне легко жилось в толпе вечно куда-то бегущих незнакомцев. Иногда я шел с ними в одну сторону, точно попадая в шаг, иногда против течения. Они не обращали на меня внимания, считали за своего, и слава богу. Наверное, именно благодаря этой способности я заметил, что за мной кто-то следит. Это Киану Ривз. Конечно, часто бывает так, что вам с человеком просто по пути. Один поворот, два, переход, ладно, все в порядке, но когда ты просто слоняешься по улицам, а кто-то неотрывно следует за тобой по пятам, понимаешь, что это явно не совпадение.
Я прибавил ходу и перебежал улицу на красный, свернул в переулок. Блин, я нечаянно нажал. Свернул в переулок, быстро прошел его. Теперь есть два варианта. А, подождите, а если я вот так нажму? О, вот это удобно. Теперь есть два варианта. Либо у меня паранойя, либо удалось оторваться. Я сделал вид, что смотрю телевизор в витрине магазина электроники. Прошло, по крайней мере, минут 5, но таинственный преследователь не объявлялся. Ну все, окончательно крыша поехала. Сейчас бы выпить успокоительного или просто выпить. Но ведь мне не показалось. Я уверен, что за мной кто-то следил. Кто и зачем – вопрос другой. Может быть, рановато я успокоился, и стоит проверить еще раз. Постараться вычислить слежку, ничего не делать. А чё толку? А если человек вооружен? Он сейчас возьмет и прикадычит нас. Хотя на улице, типа, вроде как дофига народу вокруг. Ну давайте попробуем, типа, активные действия предпринимать. Не знаю. В реальной жизни я бы ничего не делала, я бы побежала домой, как дура. Давайте постараемся вычислить, так интереснее будет. В любом случае, попытка не пытка. А если за мной следит профессионал, то он не позволит, чтобы его так просто раскрыли 2 раза подряд. Многоточие. Я зашел в магазин одежды и максимально быстро купил яркую ветровку и кепку, убедившись, что за мной с улицы никто не наблюдает. Хочешь что-то спрятать, спрячь это на виду. Этот принцип действует и в толпе. Я шмыгнул в один из многочисленных переулков, быстро накинул куртку и напялил кепку. Пакет, в котором они лежали, засунул в водосточную трубу и бегом бросился к следующей улице. Остановился за углом возле газетного прилавка и натянул козырек кепки на глаза, постоянно поглядывая по сторонам. И действительно, вскоре вдалеке появилась уже знакомая фигура. Разумно не идти след в след, а обойтись соседним переулком. И я развернулся в полоборота, вжал голову в плечи и даже немного присел, стараясь казаться ниже ростом. Мой преследователь быстро смотрел по сторонам, явно потерял меня из виду. Однако, мимо газетного киоска он прошел, даже не обратив внимания на парня в яркой ветровке. Но он же еще и видел, как бы, что ты в другой одежде-то был. Естественно, ему уже пофигу на парня в яркой ветровке. Я последовал за ним. Мужик средних лет, в не по сезону теплом плаще, темных брюках и черных ботинках. С виду типичный конторский служащий. Он остановился на перекрестке, огляделся по сторонам и громко вздохнул. Я стоял сзади него буквально в паре метров. «Вы кого-то потеряли?» – наконец решился я. Он резко обернулся и ошалело уставился на меня. «Нет, все в порядке». Лицо его тотчас приняло бесстрастное выражение, и незнакомец собрался уходить. «Зачем вы следили за мной?» «За вами? Я ни за кем не следил». Самообладание вернулось к нему в мгновение ока. Я должен был здесь встретиться кое с кем, но он, похоже, уже не придет. «Кое с кем это со мной?» «Молодой человек». Он смерил меня взглядом и продолжил холодно. «Я вас впервые вижу. Зачем же тогда следить за тем, кого впервые видишь?» «Мне пора». Я не стал его останавливать, вот еще не хватало. Однако час от часу не легче. Записки, звонки и тайны прошлого моей семьи, а теперь и слежка. Радует хотя бы то, что пока жив. Спасибо, что живой. У меня вырвался нервный смешок. Проходящие мимо школьницы испуганно зашептались. «Нет уж, пора с этим кончать. Завтра же позвоню бабушке с дедушкой. И поеду в Россию нафиг, и все, до свидания». Ой, тут еще и отсылочка на бесконечное лето стоит. Уже заметно я оказался... Ой, уж заметно, господи. Уже затемно я оказался возле музыкального клуба, в который захаживал время от времени на концерты местных андеграундных групп. Если днем в Токио было еще по-летнему тепло, то вчера становилось все... Господи, что я читаю? Уже устала, видимо. Час читать — это, видимо, мой потолок. Вечера становились все холоднее и холоднее. Я поплотнее закутался в ветровку и поежился. Отсюда до дома далековато, а значит, можно зайти и погреться. Наконец-то рок-н-ролл! Наконец-то мы дожили, ребята! Я предлагаю прямо на этом и заканчивать.
на радостях. Внутри было достаточно многолюдно, коромыслом стоял сигаретный дым, а воздух был пропитан пряным запахом дешевого пива, саке, виски и бог знает чего еще. Ох, и бог знает, что еще ждет нас дальше. Так, пока, во-первых, появился рок-н-ролл, это уже хорошо. В этой серии, значит, главный герой немножечко включает мозги. Если это не касается межличностных отношений, он, в общем-то, умный парень. Но что не так, вот почему не можем в коммуникацию, непонятно пока. В общем, это все, что я могу сказать вам по окончании этой серии. Посмотрим, что будет дальше. Как всегда, пишите в комментариях, как вам эта серия и как вам игра. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока!